Слово предоставляется адъюнкт-профессору университета Саймона Фрайзера, Канада, старшему преподавателю по специальному образованию университетского колледжа Себастьяна Колуа, Танзания, профессору инклюзивного и специального образования университетского колледжа Пвани, Кения, почетному профессору Новосибирского государственного педагогического университета, международному консультанту и эксперту в области инклюзивного образования Ричарду Зиглеру. Good morning. Доброе утро. It's a great pleasure to be back in Novosibirsk. Очень приятно снова быть в Новосибирске. This is the third time that I've had the opportunity to visit you. Это третий раз, когда у меня есть шанс приехать к вам. I live in Kenya, East Africa, Я живу в Кении, в Восточной Африке. and I am a professor of inclusive education and special needs education. И я профессор-преподаватель инклюзивного образования и образования для детей с особыми возможностями, с особыми потребностями. When I was thinking about this little speech, I decided that I would go to the beach. Когда я думал про то, как мне написать эту речь, я решил, что я пойду на пляж. Because in Kenya it's always warm. Потому что в Кении всегда тепло. So I thought about Kenya, I thought about my home country, Canada, and I thought about Russia. Поэтому я подумал о Кении, о моей родной Канаде и России. When we think about children with disabilities, it's very important to realize Когда мы говорим о детях с особыми потребностями, очень важно понимать, that about 15% of the world's population have a significant disability. что около 15% мирового населения на самом деле имеют особые потребности. And in developing countries, less than 1% of those children attend school. И только менее 1% таких детей в африканских странах посещают школы. I've had the opportunity to work in South America, in Peru. У меня была возможность работать в Южной Америке и в Перу. In China, in Japan, in Tanzania, in Kenya, in Russia, and I support the idea of children with disabilities attending school. Он также работал в Кении, в Японии, в России и в Китае. У него была возможность сравнить, поэтому он поддерживает и очень сильно продвигает идею обучения детей с особыми потребностями в России. But we have a problem. Но у нас есть проблема. The responsibility of educating children with disabilities rests with everyone. Проблема в том, что ответственность за обучение детей с инвалидностью, с особыми потребностями лежит на каждом, а не только на учителях. And most schools are focused on modalities and curriculum. А большинство школ фокусируются на учебных планах, на содержании образования. I started working with children with disabilities before your parents met. Ричард начал работать над обучением детей с особыми потребностями до того, как все наши родители познакомились. And having that opportunity to work in many different countries, we recognize that children have rights too. И поработав во многих странах, он и его команда поняли, что у детей тоже есть права. But we recognize also that the curriculum of the national government or the curriculum of individual schools is not necessarily the curriculum for individual children. Но также они осознали, пришли к выводу, что учебные планы школ и стандарты образования, разработанные правительствами, никогда не включают детей с особыми потребностями. So if we are going to bring children with disabilities into their neighborhood school, there is a tremendous amount of pedagogy, of methodology and understanding that is required. Поэтому, если вы собираетесь привести ребенка с особыми потребностями в обычную школу, в районную школу, то придется очень много работать и очень много другой совершенно педагогики, методологии требуется в такой школе. I was very pleased to see that the Russian Ministry of Education is talking
about individualization of instruction. Он очень рад увидеть, что Министерство образования, Минобрнауки заговорило о том, что требуются индивидуальные учебные планы, индивидуальная программа для детей, для каждого ребенка. This is the way forward. Это хороший путь, туда надо идти. So when I go back to Africa and I'm training teachers and masters and PhDs about inclusion of people with disabilities, my experience here is very important. И когда он возвращается и говорит со своей командой, с людьми, с магистрантами, с преподавателями, с профессорами о инклюзивном образовании, его опыт в России очень важен для него. I know that many of your schools are starting to bring children with disabilities into neighborhood schools instead of special schools. Он знает, что у нас в стране очень многие школы начали принимать детей с особыми потребностями в обычных школах, в обычных классах, а не только в специальные школы. And I know that in Novosibirsk and Krasnoyarsk and Moscow, people are very serious about inclusion. И он знает, что в Новосибирске, в Красноярске и в Москве, вот в этих городах наверняка, люди очень серьезно относятся к инклюзивному образованию. And this is the way forward. И это путь вперед. I'm doing a master's class tomorrow where we'll talk about methodology. Завтра он проводит мастер-класс, где будут разговаривать о методологии такого обучения. So I'll leave you with two comments. One, Albert Einstein once said that the definition of insanity is doing the same thing over and over and over again and expecting the results to be different. Он сказал, что на сегодня он хочет, чтобы у нас две идеи осталось в голове до завтрашнего мастер-класса. Первая идея. Альберт Эйнштейн сказал, что безумие — это склонность повторять одно и то же действие снова и снова и каждый раз ожидать разного результата. And the last is this, and something to think about. You as people who will be teachers, you as individuals that will be professors and lecturers, is to remember one thing, and that is that human rights is the right to be treated humanly. И второй момент, который он бы хотел, чтобы мы подумали о котором, то, что мы, как профессионалы, как будущие учителя, как будущие преподаватели, профессора высшей школы, должны думать о том, что права человека, очень серьезный концепт юридический, тем не менее в бытовом понимании это идея, что человек имеет право на то, чтобы к нему относились гуманно. For too many years, children with disabilities have been segregated, have been isolated, and have been placed in institutions. Слишком долго в нашей истории дети с особыми потребностями были изолированы, их права нарушались, они дискриминировались. With your commitment as educators and as people who care about our society, you will see things being different in the future. С нашим желанием изменить это все и с нашими возможностями, с нашими возможностями людей, которые занимаются образованием на передовой этой борьбы, у нас есть шанс увидеть, что все изменится. So the last thing I would like to leave you with before I finish is a comment. И последнее. In the end, everything will be good. В конце концов, все будет хорошо. And if it's not good, а если не хорошо, it's not the end. это не конец. Спасибо. Спасибо.